Доброе время суток, товарищи! В этом небольшом ролике речь пойдет об Ambient Generic и о том, как с его помощью можно имитировать работу счетчика Гейгера или Сонар. Поехали! Сперва давайте взглянем на то, как это будет работать в игре. Выглядит неплохо, верно? Теперь перейдем к практической части. Сначала вам потребуется найти в интернете аудиофайл, демонстрирующий работу самого счетчика. В нашем случае мы разделили такой файл на 3 части – слабое, среднее и сильное излучение соответственно. После чего зациклили каждый из файлов, загрузив их в программу Cold Wave и нажав клавиши Q для начальной метки и Q-Shift для конечной. После чего важно сохранить именно в WAV формате все 3 аудио. С подготовкой закончили, теперь к хаммеру. Вместо 3 Ambient Generic мы сегодня будем использовать всего 1, которому прямо в игре будут назначаться разные файлы для воспроизведения. В графе Sound Name напишите что-нибудь. Если оставить ее пустой, может не сработать дальнейшее воспроизведение. В переменной Source Entity Name указывается источник звука в игре. В нашем случае это 3D-модель электрического или газового счетчика. Из флажков важно снять галочку со Start Silent. Все. По задумке, триггеры будут реагировать на 3D-модель, поэтому на карте нужна сущность Filter Activator Name. Ей требуется дать имя и указать в нижней графе название нашей 3D-модели. Переходим к самому интересному. Размещаем Trigger Multiple и сразу же указываем ему имя нашего Filter Activator Name и что триггер можно активировать без перерыва. Во флажках требуется указать, что триггер будет реагировать на физические объекты, то есть на наш счетчик. Outputs. Наконец-то! При соприкосновении триггера с моделью выставить громкость на 0. Фактически, это выключает Audio Source Engine, а не убавляет громкость. Но это отдельная история багов Ambient Generic. Далее, через 1/100 секунды требуется добавить новый output для аудиофайла, а именно Message. Это вносит корректировку в переменную SoundName, где мы от балды писали слова. Теперь триггер должен указывать амбиенту, какой файл требуется воспроизвести. В данном случае снова написана ерунда. Это для того, чтобы тишина была, когда модель будет в данной зоне карты. Еще через 1/100 секунды триггер обязан заставить амбиент воспроизвести файл. Дальше совсем все легко. Просто копируйте этот триггер в другие места и лишь меняйте название файлов для воспроизведения. Всего у нас вышло таким образом 4 зоны, 3 из которых воспроизводят разные зацикленные файлы и 1 для создания тишины. Ради красоты мы добавили еще Trigger Hurt, который имитирует урон. Замечу, не радиацию мы выбрали. Иначе бы в Half-Life или Garry's моде был бы слышен базовый звук счетчика Гейгера из Have костюма. Все, ребята, дело сделано. Сонар Радар. Прежде чем продемонстрировать итоговый результат, хочется предупредить. Я знаю, что такое триггер Proximity, но намеренно решил усложнить и тем самым сделать интереснее следующую реализацию. Как вы могли заметить, мы реализовали отображение измерения расстояния до цели текстом, цветом и звуковым оповещением. Обо всем по порядку. Для начала был взят аудиофайл «Писка бомбы». Внимание, он не был зациклен, просто обрезан по сторонам так, чтобы не было слышно прерываний между повторными проигрываниями файла. У Ambient Generic здесь все как и в прошлом примере, только имя файла изначально указано и менять его мы не станем. Итак, объект, который можно спрятать на карте и искать, это Point Proximity Sensor.
Кстати, через Parent вы можете его приклеить к любой модели или физбоксу на карте и реализовать некий квест. В свойствах интересно только имя модели, расстояние между которой будет считать движок. Дальше нужен Map-Remap. Он будет задавать минимальное и максимальное расстояние между двумя объектами и превращать эти цифры в целые числа от 0 до 2. Важно снять этот флажок. Для того, чтобы радар менял свой цвет в зависимости от расстояния до искомого объекта, нужен Map Color Blend. У него только стоит поменять значение от 0 до 2, как у Map-Remap. А в Outputs указать смену цвета модели. Перейдем в Outputs Point Proximity Sensor. Нужно указать передачу данных Map-Remap, а уже от него передачу цифр от 0 до 2 до Map Color Blend. Продолжим. Добавим таймер. В его задаче будет циклично воспроизводить аудиофайл из Ambient Generic. Время можно не настраивать, это будет сделано через сторонние сущности. Все. Текст на экране обеспечит нам GameText, в свойствах которой можно ничего и не выбирать. Теперь нужно создать шаблоны-пресеты, которые будут выбирать с помощью математических просчетов. В свойствах Logic Case важно правильно назвать пресеты. На них будут ссылаться логические сущности. Осталась мелочь – реализовать правильные outputs. Если выбирается первый шаблон, цифра 0. Выбрать время отклика таймера 15 миллисекунд. Через add-output добавить новый текст для GameText. И после этого через 0,01 секунды отобразить его на экране. Все, с другими шаблонами все то же самое проделать нужно будет. Только там свои тайминги для таймера и свой текст, разумеется. Осталось все это заставить работать. Разместить придется еще два Move Counter, у которых разница только в min и max цифровых значениях. Одна сущность как бы должна продолжать работу другой, а в Outputs уже выбрать шаблон в зависимости от того, какое число пошлет сущности Map-Remap. Можно констатировать, что мы почти закончили. Осталось вернуться в Outputs Map-Remap и просто приказать ей передавать преобразованные числа двум новосозданным Move Counter. После этого все должно работать. Префаб проекта будет доступен для подписчиков на Бусте, если останутся какие-то вопросы. Со всех остальных я попросил бы лайка и доброго коммента. Удачи, тамадачи!